Всем привет! В прошлом ролике я рассказала, как искали дом в Сербии, какие были сложности и почему мы выбрали именно этот город. Сегодня расскажу, как мы взвешивали все за и против покупки старого дома под ремонт, какие документы проверяли перед сделкой и что важно сделать, прежде чем подписать договор. Когда муж впервые увидел этот дом, у него было двоякое чувство. С одной стороны, цена в 15 тысяч евро выглядела очень привлекательно. Но с другой стороны, дом был старый, 1953 года постройки. Требовал ремонта, а на фото и в объявлении было очень мало информации. Перед первым делом мы обсудили, готовы ли мы к ремонту, какие могут быть скрытые проблемы и во сколько нам вообще обойдется восстановление. Мы понимали, что покупка нового или отремонтированного дома за наш бюджет невозможна, поэтому начали искать плюсы. У дома было достаточно много земли, 16 соток, большой фруктовый сад. Предлагаю сейчас посмотреть обзор этого сада. Инжир скоро будет созреть. И даже второй урожай будет. Вот это на осень. Орехи, что ли? Вот это орехи точно. Персиков на этом нету. Слива растет. Пора уже. Еще инжир. Груша будет. Это яблоня. О, абрикоски. Еще чуть-чуть, можно есть. Вишня закончилась. Черешня съедена. Лечить надо, болеет что-то. Вишня съедена. Еще абрикоски. Это, наверное, тоже вишня. Это что-то тоже болеет. О, абрикоски. Хорошее деревце. Так, айва. Мелко еще. Персики. Тоже болеет. Груша. И еще айва. Персик тоже болеет. Груша. Яблоня. И персик. Красивый город с наследием венгерской архитектуры, так как до Первой мировой войны этот город, как и весь округ Воеводина, были частью Австро-Венгрии. Удобная транспортная доступность: 80 километров до Белграда, 50 километров до Нови Сада и 45 километров до Румынии. Современная больница в футуристическом стиле, которую видно далеко за пределами города. Но больше всего меня очаровал пляж на озере Пескара. Желтый песок, площадка для пляжного волейбола, лежаки, зонтики, бары и кафе. От планируемого дома до пляжа 15 минут пешком или 5 минут на велосипеде. При этом мы понимали, что потребуется вложиться в ремонт. Отопления фактически не было, крыша местами протекала, окна нужно было менять, а из коммуникации была городская вода, скважина, электроэнергия и, что удивительно, оптоволоконный интернет. Надо было делать полностью канализацию. Город газифицирован, можно подключить газ. В общем, все это требовало большого внимания. Ну и плюсы перевешивали минусы. Перед тем, как принять окончательное решение, мы стали проверять документы, что важно смотреть перед покупкой старого дома в Сербии. Во-первых, надо проверить собственника. Запрашиваем выписку из кадастра недвижимости, лист непокретности,
в которой указано, кто владеет домом и нет ли на нем долгов, арестов или каких-то других обременений. В Сербии с этим проще, чем в России. Все можно проверить онлайн, это публичная информация, и любой может это сделать. Во-вторых, нужно проверить, как оформлен дом и как оформлена земля. В Сербии достаточно часто земля оформляется под домом отдельно, а вот под огород она идет отдельно. То есть это получается два разных кадастровых квартала. Также надо проверить, является земля сельскохозяйственной, так как иностранцы не могут покупать такую землю напрямую. Также стоит уточнить, можно ли на этом участке строить какие-нибудь строения, можно ли дом построить, либо пристройку какую-то сделать, либо изменить этот дом. В-третьих, внимательно надо проверить техническое состояние дома, подведены ли все коммуникации, нет ли проблем с электричеством или отоплением, водоснабжением. Для этого лучше взять с собой какого-нибудь специалиста, если есть сомнения. У нас оказалось, что нет канализации, септика тоже нету, только есть уличный туалет. Из кадастра мы узнали, что нам повезло. Дом и сад зарегистрирован под одним номером кадастровым, но также для нас стало большим сюрпризом, что у дома 4 собственника. У некоторых были различные фамилии. Поэтому начали узнавать, кто все эти люди, которые владеют домом, как получилось, что все они стали собственниками. Продавцы рассказали, что было 2 брата. Они в равных долях владели домом, а потом один из братьев умер, и его долю поделили на 3 совершеннолетних детей. Получилось 4 собственника. Нам предоставили решение о вступлении в наследство, что подтвердили законность собственников. Когда документы проверены и решение принято, остается подготовиться к сделке. Первое – это составить предварительный договор купли-продажи и договориться о залоге. В Сербии часто вносят небольшой задаток, чтобы зафиксировать сделку. Мы договорились о сумме в 200 евро и оставили их в качестве залога. Еще мы хотели оплатить дом в рассрочку. На тот момент времени просто не было всей нужной суммы в Сербии, и нужно было время, чтобы перевести деньги. Сначала продавцы согласились, и мы так немножко расслабились. Потом через несколько дней звонят и говорят, что есть другой покупатель, который согласен прямо вот сразу платить. Но так как они с нами с первыми договорились, то продаем вам, но сумма на сделке должна быть полностью. Соответственно, пришлось ускоряться с переводом денег в Сербию. Вот так мы взвешивали решение о покупке дома, такие шаги предпринимали перед сделкой. В следующем ролике расскажем, как проходил сам процесс покупки, какие были нюансы при оформлении и с какими сюрпризами мы столкнулись. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем бы вам хотелось бы узнать поподробнее. Пока!